вас приветствую снова. Сегодня у нас расклад. Что задумывают наши недоброжелатели по отношению к нам на нынешнее полнолуние? Смею предположить, что как у нас на них великие планы, так и они нам отвечают полной взаимностью, да? Вы пока определяйтесь с вашим вариантом, пожалуйста. Я хочу, ребят, вам вот что еще напомнить. Для записи на личную консультацию вы можете обратиться в Telegram ко мне, либо же в WhatsApp. В Вайбере меня нет и не будет, собственно говоря. Номер телефона указан в описании к каналу и под каждым видео. Как в описании видео, так и в комментариях. Если я комментарий забыла оставить, значит в описании к ролику всегда вы можете найти информацию ниже. Так что вот так вот. Определяйтесь с вашими вариантами. Вода, огонь, земля, воздух сегодня у нас. Будем идти по очереди. Начну я с воды. Потом в конце расклада расскажу, какой из них кому соответствует. Если у вас совпадет, окей. Итак, что задумали недоброжелатели по стихии воды? Чего вам ждать от этих красавцев? Воздействие на ваш поток, на вашу связь с родом, на ваше ясновидение, яснознание, на ваше умение. А каким образом конфликт? Манипулирование. Здесь с помощью манипуляций. Смотрите, или вольт, или фотография ваша. Что-то там такого плана замышляют товарищи. Будут ритуалы делать. Вот так вот. Сейчас я посмотрю на своей волшебной колоде. О, как. Да ёпта. Не хочет, чтобы его просматривали, этот человек. Значит так, по стихии воды. Человек старше вас, это раз. Здесь идет перехват вашей энергии. Человек уже не молод, и от вас, короче, он крадет вашу энергию и ваши знания. Раскрою-ка я вам секрет. Хотя ладно, не факт, что оно совпадет. В конце расклада пообещала, значит так и сделаю. Здесь прям хочется перехватить ваши умения. Здесь человек завидует тому, какая у вас сила. Посмотрим-ка, что планирует. Взялся за многое, понял, что все не осилит против вас, решил
уже одну задачу решать. Какую одну задачу? Обхитрить вас хочет, обдурить, обойти. Сам прикрывается подмороками, чтобы вы не считали информацию. Этот человек хочет вас победить. У него не получается, и его бьет по его эго это, что он слабее вас в магии. С помощью ваших энергий, ваших знаний, вашей связи с родом хочет прям магический ваш дар, способности на себя перетянуть. Хочет вас человек победить. У человека, видать, какие-то моменты, а по какой причине так случилось? Короче, этот человек по справедливости отгреб, его, видать, лишили возможности с помощью практики магической, эзотерической совершать что-либо. И он такой думает, я сейчас у тебя подворую это все. Знаете как, этот человек пошел на вас и тем самым включил такую систему, когда все, что он творил деструктивного до вас, начало сыпаться ему обратами. Вот на вас нельзя было ему нападать, идти на вас войной нельзя. Чем больше он будет этого делать, тем ему будет хуже. Здесь вот как с разных источников получается. Прям идет атака на этого персонажа. И это все, я еще раз повторюсь, по справедливости. Смотрите, короче, этот человек, когда вас просматривал, вы как ловушка сработали от высших сил для этого персонажа. Он, когда вас просматривал, решил, что вы в зависимостях, что не так уж у вас всего и много, и он такой подумал, что он легко вас победит. А не тут-то было. Не тут-то, ребята, было. У человека много предательств, много разочарований. Уже отгребал и до вас. До того, как взялся за вас, уже отгребал. И предавали, и подставляли, и человек может бухать, и вообще красок в жизни он не видит. У него связь с родом разорвана. А ему хочется. Почему? Потому что родовая ветка давала ему его дар. Давайте вот так вот. Так что вот так. По первому варианту, ребят, как говорится, будьте бдительны. H2 я оставлю. Это тоже сюда. Сегодня все карты будут. Так. Теперь смотрим стихию огня. Посмотрим, что у вас, ребят, к чему вам готовиться, да? По вашему недоброжелателю. Что-то скотина там замышляет. Итак. Вот, бля, ой.
Вы видите, как в первом варианте карты выпали? Значит так, с этим человеком вы знакомы в прошлом. Это раз. Будет работать свечами, хочет ваш финансовый канал вздернуть, ваши защиты. Если человек снимает защиты другого человека, считайте это как та же порча расценивается высшими. Вот это будет делать свечами. Очень обижен на вас человек, угнетен. У него как будто деньги по ветру уходят у этого персонажа сейчас. Он не может отпустить вас. Знаете почему? Вы, видать, его победили по итогу. Когда-то проиграли битву, а вот теперь вы выиграли войну, и этот персонаж понимает все. Да, через кладбище будет делать, падла. Мир мертвых будет вызывать. На кладбище будет работать. Дом будет свой чистить. Уже, наверное, поднавыгребал персонаж очень много энергий различных, которые уже в его доме живут. А выводов, собственно говоря, видимо, так и не делает. Итак, смотрим теперь на Хаш-Таро более детально. Что же оно там задумало? То каверзное невежество. Крадники будет цеплять, ребята, крадники. Чтобы у вас не получалось ничего нового выстроить. Тут тоже атака на вашу связь с миром мертвых и с вашей родовой веткой. Этот человек связан с вами кровью. Такая вот вам еще подсказочка. Ему не нравится, что вы исцеляетесь и что вы идете к новым свершениям и высотам. Тоже не нравится, что здесь человек, знаете как, нежданчик словил, что у вас есть те силы, которые у вас есть. Здесь атака на ваши успехи, на ваш прорыв. Человеку не хочется, чтобы вы из чего-то старого вышли. А из чего? Что там он вам раньше стелил? Короче, с помощью какой-то магии, причем коряво сделанной, любовной магии, воздействовал на вашу психику, пока вы там сидели в разочаровашках, он стягивал ваш ресурс, этот персонаж. И не давал вам прийти к вашей цели, не давал вам возвыситься и выйти на другой новый уровень, побеждать, строить свое, причем связь с родом тоже перерубал. Не хотел, чтобы вы взяли то, что принадлежит вам. Вот так вот, ребят. Да, этот человек не хочет, чтобы вы вырвались из-под его программ. А на самом деле его программы из прошлого на вас сейчас действуют? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой, короче говоря, я не знаю, что вы там делали. В общем, вы развиваетесь, судя по всему, и поднимая свои вибрации. Помните, я вам за дом сказала? Вот смотрите, вот не просто так. Вот эти все деструктивные программы, которые он накидывал на вас в свое время, они сейчас у него в доме, причем из мира мертвых, из кладбища.
прям топают за ним и живут возле него в его хатке. Вот так-то. И вот этому персонажу лучше бы не на вас тратить свой ресурс, которого и так, по сути, не ахти. Давайте я проверю на всякий случай, что с его ресурсом энергетическим. Ну, хочет новое, так. Туз жезлов, 4 мечей. О чем здесь говорить? Хочет решить вопросы свои с финансами связанными. Магичит, знаете, для чего? Вызывает определенные силы для того, чтобы одержать победу. А силенок не хватает на все, понимаете? Здесь нужно и деньги, и свои защиты, и чтобы всегда везло, и чтобы ритуалы получались, и чтобы вам еще отомстить и себя почистить. Вместо вот этой всей белиберды человек вообще не хочет замечать, что в его энергополе находятся такие программы и энергии. Ну, короче, чистка дома ему не поможет. Там даже не первая чистка энергополя ему поможет. И вряд ли вообще кто-то имеет право ему помочь, скажу я вам честно. Если он обратится, ему кто-то поможет. У человека нет денег обратиться к кому-то за помощью. Помочь могли бы. Но у него просто нет денег. Видимо, то, что ему реально поможет, это... А ну-ка, чисто если по ритуалике и внутренняя проработка. Человек здесь не захочет, он не хочет себя прорабатывать, ему приходится очень часто тратить бабло на чистки. А обращается он к кому-то одному за помощью и уже давно. Возможно, с этим человеком сотрудничество прекратилось, с магом. Себя прорабатывать не хочет. Почему человек? Потому что считает, что он и так звезда. У него и все так хорошо. Все нормально. Есть с кем сплетни поразводить, мужик привороженный рядом, еще какие-то моменты. Мол, я все порешал, я и так идеальная личность. Смотрите, был человек, к которому он обращался, который раньше ему помогал. По факту человек мог бы помочь, но у этого вашего недоброжелателя нет денег. И знаете еще почему? Кроме того, что нет денег, здесь родовая система и высшие силы запрещают чистить вашего недоброжелателя. Даже если он и насобирает денег, сам ритуал чистки, вот, классно, но на вашего недоброжелателя он тупо не сработает. И ваш недоброжелатель, знаете, как обращался, работало до поры до времени, и он потом начал замечать, что, блин, не все так гладко. Мол, типа думает, мастер плохой. А мастер там такой, ну, неплохо работает. Но проблема в том, что именно на вашего недоброжелателя не срабатывает больше. Все, нельзя. Там у самого мастера проблемы определенного толка.
Мастер сам в самобичеваниях, у него рушится что-то, тоже с прошлым связанное. Предательство, треугольники, в доме может это быть все. Мастер отхлебывает тоже. Видать, домастерился не для тех, кого надо. Без разбора уж хватаем, да? Все, что приходит. Ну, в общем, как-то так по стихии огня у вас. Так, стихия земли. Смотрим, что у вас тут недоброжелатели хотят. Итак, так. Что планирует? Дорогу держит. Куда держит? К собственной карме. Должен что-то выбрать. Человек снова должен будет выбрать, либо действовать на вас несанкционированной магией, либо чистить себя, потому что там проблемы с социумом у персонажа. Он слишком много на себя по жизни взял, а справляться не может. Не соответствует тому, с ролью кого он позиционирует себя для других людей. Причем еще скрывает, под покровом ночи может ездить. Но человек идет к своей карме. Что здесь сказать? Человек знает, что он виноват. За это все. Может, он и не догадывается, но где-то подозревает, что все, что у него сейчас происходит, это из-за его долгов. Здесь у человека долг перед своим ребенком. Или же он очень травмирован психологически был в детстве. И здесь у него долг перед внутренним ребенком, перед самим собой. И то, в принципе, однохерственно. Не отдав себе, своему внутреннему ребенку вот эти долги, ты нормальным родителем не будешь. Если своего внутреннего этого ребенка не будешь оберегать. По этому варианту, ребята, я вам могу сказать так. Не для каждого, а для тех, кто уже находится на такой ступени в магии.
Секунду. Значит так, не для всех. Не нарисовывайте себе излишних звездочек на погоны. Здесь некоторые из вас могут сдернуть со своего недоброжелателя защиты. Напоминаю, это будет расценено высшими силами как та же порча и проклятие, что хотите, думайте там из этого ассортимента. Но это тоже путь вашего обучения. Вы должны принять для себя это решение, а готовы вы на это пойти или нет. И здесь человек по отношению к вам это совершал и не единожды. На нем выставлены защиты из мира мертвых. Защита от того, что он по карме должен отработать. Вы можете это снести, эти защиты, и впустить в его жизнь по полной отработку его определенных моментов. Опять же таки, не уверены, не знаете как, вообще не понимаете, о чем я, не лезьте, потому что получите по голове. Повторюсь, здесь для тех людей, которых есть допуск на санкционированное нападение. Так что вот так, по стихии Земли. Хочу сейчас еще уточнить через... Слушайте, чуть не сказала Таро Веретника. Ну, значит, Таро Веретника в студию по третьему варианту. Давайте-ка рассмотрим вот этот аспект. Давайте четко, конкретно. Если вы снесете защиты вашему недоброжелателю, три варианта. Первый, второй, третий. Определяйтесь. Только не надо здесь по два выбирать. Один и основательно. Все, если не ваше, проходим мимо и даже об этом не думая, развивайтесь в другое направление. Если ваше, значит будет ваше. Так, первый вариант, кто выбрал этот? Это третий вариант, в нем три варианта конкретно на допуск, можно или нельзя. Если вы сдернете защиты, как для вас это отразится? Человеку ляжет приворотом, кто выбрал этот вариант, да. Ну тут работа через кладбище должна быть. Тут откат человеку пойдет тем, что на него приворот ляжет. Видимо, он вам делал когда-то его. Если я не работаю с кладбищем, я не в курсе, все, значит, не ваш вариант. Значит, возможно, это будет в будущем, когда вы подниметесь на определенный уровень. Итак, второй вариант, кто выбрал, как для вас сработает? Здесь кто-то из рода к вам придет через сны и покажет, как это можно сделать. В принципе, да, но вам много чего
у вас рухнет какая-то стабильность, вы прям офигеете. Вы реально прям офигеете. У вас иллюзии подспадут, и розовые очки разобьются стеклами вовнутрь. Будет жестко, но врагу вашему отлетит. Ну и у вас, знаете ли, ну, не совсем все может пройти гладко. Может по психоэмоциональному фону дать очень сильно. Вы будете настолько поражены, что будет больно, ребят. Возможно, вы думали на одного человека, а окажется, что это абсолютно другой персонаж. И вы прям увидите. Вам могут подсказать, какой ритуал сделать, как сделать, где и когда. И вот прям ваш недоброжелатель высветится. Вот кто выбрал вторую тут позицию, вы реально думаете на одного, а окажется, ой, как далеко абсолютно третье. Но зато пространство вы ваше почистите, и у вас трансформации новые начнутся. Это однозначно. Так, третий вариант кто выбрал? Как для вас сработает? Третий вариант, я хочу сказать, здесь практики уже приличного размаха. Здесь по высшему суду будет решаться. Здесь у вас темные и сотрудничество с ними, и на защитах они у вас. И, короче говоря, как говорится, отмашку дадите, и там в оборот возьмут кого надо. Ребят, тут не совсем все просто. Я, пардон, что завмыкала. Вам здесь для вас допуск, ну, зеленый свет. Но, если вообще коротко, вы просто там переходите на новый этап своего развития и будете сдавать еще кое-какие экзамены. Но здесь, понимаете, здесь у меня повсплывала такая херня. Извините меня за мой французский. Оно не сразу, ну не быстро, не то что не сразу, не быстро сработает. Знаете почему?
Потому что был комплекс по вам. И на безденежье, и на красоту, отбор удачи, сил, здоровья, денег. Финансовый канал переключали, привороты. Причем, чтобы вы ушли, если у вас есть партнер достойный, чтобы вы его оставили. И вот эта белиберда у вас и психологически был кавардак в голове. Короче говоря, делался спектр услуг. И пока эта машина запустится, поняли, да? Нужно будет некоторое время. Но я вам хочу сказать, что приговор там по полной программе будет человеку. Там вот это все соберется постепенно, да, по времени. И вот такой шар насобирается. То есть его точечно за каждую херню против вас бить не будут. Вот он делал комплекс. Вот этот комплекс подгребется и здоровенной волной ему даст в ответ. Так что смотрите сами, решайте сами. Да-да, нет-нет, это уже выбор каждого. Но здесь реально можно. Да простят меня те, которые шепчут, что это неправильно, но такие люди просто на своем этапе развития находятся, понимаете? Здесь у вас вот с этим недоброжелателем кармическая ситуация. Учиться, вы учитесь на нем, а он на вашем примере. Но здесь реально по этому варианту человек закрыл себя для того, чтобы не отрабатывать долги свои. Вот ему причитается отработать штрафные санкции, а он решил в обход обдурить все это. Хотите, миритесь с этим и смотрите, как он процветает. Ну, а не хотите, вперед. Итак, что он там запланировал? У него очень много иллюзий по отношению к вам. Здесь и хотелка, и ментально человек на вас нападает. У него очень много иллюзий по поводу вас. Может, это и у кого-то и бывший проиграется, потому что здесь любятина, здесь с родом связано, и очень тяжело ему это все дается. Здесь человек сам против себя идет, не позволяет себе признаться в истинных своих чувствах, потому что он считает, что он тогда опозорится и, знаете, как побежденным будет. И пока он вот этой белиберде вращается, он еще ниже и ниже и ниже скатывается на самом деле, потому что, там куча комплексов, почему человек так не поступает. Вот комок комплексов ходячих. Мы будем вот такой фигней заниматься. Тут человек, короче говоря, просто ведет себя на убой, да и все. Он отрицает истинные истины, а ложные истины воспринимает как за, я не знаю, вот за правду. Вот так вот. Мороки на вас может какие-то накидывать, чтобы вам что-то казалось, чудилось, чтобы он снился вам. Да, стабильности хочет. Уже ждет, не дождется, когда ж у него получится. Он хочет, чтобы вы ему признались в своих чувствах, девочки и мальчики. Вот этот человек, которого вы загадали. А вы? На вас какая-то его программа уже подействовала, хотя вы идете, а вы уже и сняли ее.
Бам-барабам-бам-бам-бам-бам. У вас там выбор дальше идет. Вы уже и сняли ее. Вы идете по своему пути. У вас свое дело, свои, так сказать, задачи перед этой вселенной. Вы их знаете, осознаете и движетесь по этому пути. Плоды в ваших руках. Тут чуть на вас поднакинули. Дело в том, что вы так это все приняли, что-то проработали, очистили здесь и прям вот к исполнению всех своих желаний идете дальше. Да, у вас там будет немножечко, будете что-то выбирать, куда тратить энергию или по справедливости, вот понимаете, вот не зря на этом варианте вот так вот я запнулась. Либо по справедливости кому-то отщелкнуть, мы уже говорили на этот счет, или энергию вкидывать в новое движение себя. Девочки и мальчики, смотрите, по третьему варианту я разложила на два, куда вам идти, да? И один и второй путь приведет к тому, что вы, дадите просраться вашему недоброжелателю. Просто разными дорожками. Так или иначе. Если не сейчас, значит где-то чуть попозже. Вы решите эти вопросы, да, с помощью мира мертвых, да, за его крадники. За его вот это вот белибердень, который он на вас накидывал. Но запомните, все должно быть по справедливости. И так, разрешение на такие санкции спрашивайте, пожалуйста, у мира мертвых, у своего рода, у Всевышнего. Имеете ли вы на это право? Даже посмотрев этот расклад, даже если вы выбрали, и все классно вам подходит, давайте так, да, вы не будете во мне искать виновника торжества, если вдруг налажаете. Я предупреждаю сразу. В любой непонятной ситуации, даже когда вы обращаетесь ко мне или к другому любому тарологу, обращайтесь сразу к предкам, духам вашего рода и прям ждите, пока вам дадут ответ. Стоит мне это делать или не стоит? Обращаться мне к этому человеку за помощью или не обращаться? И здесь даже не сколько интуиция. Нет, ребята, здесь должен быть четкий, конкретный ответ от предков, духа вашего рода. Или от Всевышнего, или от кого хотите. Потому что у многих интуиция бывает подзабивается. Так что предупреждены, вооружены. Стихия воздуха. Я вас приветствую. Хотела покороче, получилось как всегда. Итак, что задумали ваши недоброжелатели? Твою ж ты мать, о, стихия воздуха. А тут хотят принести вас в жертву. Вот так вот. Хотят принести вас в жертву. Могут что-то где-то подмешать, подпоить, подлить. Здесь люди вам хотят насадить свои истины, понимаете? С помощью темных будут делать. Хотя, знаете, не совсем так. Они будут вызывать деструктивщиков с нижних этажей, чтобы в вашем пространстве включилась включился не совсем хорошая линия судьбы у вас. Понятно, да? Деструктивные программы вот с рода будут подняты. Так что вот так вот, что они хотят здесь. И посмотрим на H2 еще, что хотят ваши недоброжелатели. Хотят покончить с какой-то ситуацией, пойти выше, но знаете как? Пойти с помощью агрессии и
Люди такие, которые пока идут вверх, теряют все свои достижения, падают в глазах других людей, эгоистично что-то там доказывают и ведут себя как полнейшая скотина по отношению к нижестоящим, да, или к тем, кто менее богат, нежели он, этот недоброжелатель. Да, это ты что, результаты ему нужны. Результаты ему нужны. Крадники. Здесь нападение и крадники. И причем, вот знаете, человек хочет вам прям навязать свою волю. Вот признай меня победителем. Обойти хочет какую-то систему. Возможно, на вас будет, невозможно, а точно, с помощью мертвецов, кстати, опа, могут к вам либо мертвяка привязать, либо вот тематика суккубы-инкубы, которые через секс во сне стягивают с вас энергетику. Вот такого плана здесь. Вот что хотят. Они хотят, знаете, как они на вас чем-то воздействовали в магии, не получается вас взять. Хотят обойти эту систему и решили вот с помощью любятины действовать, любовной магии. Ваше сознание поработить. В кандалы вас типа заковать. Людям не нравится, что вы разрушаете старое, строите новое с помощью связи с вашим родом. Им не нравится, что вы, вообще узнали, что это, как это, и начали продвигаться. Хотят, чтобы вы, смотрите, выпадает такая карта. Они хотят, чтобы вы вот сидели в надуманных каких-то страхах, иллюзиях, что у вас там ничего не получится. Что вы, знаете что, они хотят, чтобы вы разочаровались в том, что вы лидер. Вот так вот. По менталу хотят, чтобы вы решили, что это все бред, вы выдумали, и что на ментале у вас не получается их атаковать, а вы атакуете. И недоброжелатели эти как себя чувствуют? Вынуждены защищаться против ваших атак. Они слишком самоуверены. Ваш недоброжелатель слишком занят мыслями о вас. Вы как навязчивая идея у него. Он хочет возвыситься над вами. И трудится, не покладая рук. С помощью мира мертвых трудится. Хорошо, допустим, вы признаете его. Допустим, сбудется его желание. А как он думает, что он получит? Думает, что с вас слетят все маски, и вы ему откроете знания, о которых он не знает. И что вы снова будете с ним сотрудничать, потому что вы этому человеку давали очень много энергии. Он с вас драл в свое время, вот реально, энергоресурс, ваш потенциал, ваши знания. Вы еще и сами не знали, что вы такое умеете, а он это все сдирал и натягивал на свою жизнь, понимаете? Пользовался тупо тем, что принадлежит вам. Тяжело ему теперь, а с вами было стабильненько и верил во что-то новое. Слушайте, и там еще... Не совсем благовидные, конечно, силы, они им попользовались, те, которые он призывал, кстати, через кладбище. Вот реально на ментале забор вашего потенциала человека, понимаете, он жил этим. И, видать, очень хорошей кормушки в вашем лице он лишился, и его прямо... здесь помешанный персонаж, вот реально умалишенный человек.
Если правильно сыграть в этой ситуации, если у вас достаточно сил, можно, пока он вот на такой волне, неплохо качнуть энергию с него в свою сторону. Он ее вам и так сливает. Вы представляете, он живет мыслями о вас. Вот, ребят, вот этот человек живет мыслями о вас. Это просто, ну, не знаю, источник энергии, понимаете? Если умеете преобразовать ее, тьфу ты, блин, и использовать верную направленность задать этому всему, потому что она будет явно нечистой, она будет с помесями говнища, и отфильтровать там, ну, много чего нужно сделать, понимаете, то, пожалуйста, и вам там подопрет, ну, попрет у вас. Но я вижу по этому варианту, что вы... Да, немногие здесь вытянут, вы здесь больше на материальный план заточены и энергетически просто, ну, не вытянете. Но, а те, кто вытянут, а те, кто все-таки вот зайдет на этот вариант, там со временем, может, и вытянут. Вам что? Оу! А вам вот хорошо, ребят, очень хорошо. И здесь вы по справедливости кого-то еще оштрафуете таким образом. То есть вы здесь по справедливости просто, ну, дадите человеку понять, что, дружище, нет, 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 и еще раз нет, я со своих позиций тут слазить не собираюсь, никому свой ресурс я не отдам. Моя родовая система, как бы, ну, меня чуть лучше, чем твоя, тебя поддерживает, потому что я тут, как бы, ну, стараюсь жить по-человечески, давайте так скажем, да. Выбор еще какой-то вы будете выбирать. Здесь у вас будете вкладываться во что-то, будет у вас выбор. Может, ну, мол, воздержаться или накостылять в ответочку. Накостыляете, на новый уровень выйдете. О, хорошо накостыляете. Да, девочки и мальчики. Ой, накостыляете сверх меры. Человек может и в треугольники попасть, могут и обворовать. Там много чего может случиться. Хорошо дадите. Но выбор будет за вами. Здесь вот так вот. Хочу я вам поведать. Здесь вот то, что я последнее сказала. Пересмотрите третий вариант. Стихия Земли. Вы для себя что-то почерпнете. Можете даже прям повыписывать для себя. Если не сейчас, то со временем вот то, что вам, как говорится, доктор прописал, это своеобразный ваш тоже путь. Но, я повторюсь, проверяйте всю информацию предков вашего рода. Они вас не имеют, давайте скажу так. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. Пишите мне ваши комментарии, что, как, у кого проигралось. Если не забудете, возможно, пройдет какое-то время и уже отпишитесь по результатам, да, какие у вас там после этого полнолуния нашего замечательного будут, что вы предприняли, либо предпримете, либо не предприняли, ну и тому подобное. Любой обратной связи я рада, так что жду ваших комментариев по этому замечательному поводу. Будьте во всеоружии и не позволяйте никому и ничему управлять вашей жизнью, вашими мыслями, вашей свободой воли, которая дана каждому из нас по рождению, в каждом из воплощений на этой планете. Так что вот так вот, ребят. Прям энергии новые на канале.
и в раскладах реально новые, и многие из вас действительно уже идут на проработку таких серьезных аспектов и серьезных уроков в личностном росте. Вот как-то так. Все, ребят, пока-пока теперь.